такие движения, да, получается все. То есть самолетом управлять, то есть тебя директор вправо позвал и чуть-чуть раз и отпустил. Все движения очень плавные. Вот я в центре находится перекрестие. Обрати внимание, да, как? Вот такие движения, конечно, они... Видишь, ты взял управление, у тебя мастер рулит. То есть нужно взять управление, отключить. Что у нас горит? То есть что-то у нас произошло, да? Мы отключили систему, у нас аэропорт один. Вот смотри, сейчас мы... Сейчас мы зайдем на 14-ю левую полосу, вернее, на 14-ю левую полосу. Причем зайдем визуально. А почему ты летишь с креном, Максим? Я по 200, как надо. Transition altitude. Не раскачивай, хотим бы раскачивать. Вот смотри, сейчас мы болтаемся. Вот смотри, вот сейчас я взял управление, не дергай, бросишь ручку. Вот смотри. Видишь, как получилось? Вот что получилось, да? То есть это называется dual input, то есть взяли вдвоем за ручку управления, и мы самолету ввели какую-то определенную... Чуть поддерживать центр. Конечно, можно, но опять же, я говорю, что движения должны быть очень-очень осторожные, они такие маленькие, от 120, допустим, узлов. И вот смотри как, плавно берем ручку, вот, раз, 10 градусов, грубо говоря, взяли, поехали.
стоит